Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о планшете OnePlus Go. Насколько стоит на него обращать внимание, что здесь интересного, и кратко. Здесь 90 Гц экрана. Помимо этого, экран довольно яркий для IPS, нулевой шим, и если говорить откровенно, 400 тысяч баллов в Antutu он выбивает. В принципе, играть можно даже в Diablo, хотя радости от этого мало. Даже в PUBG New State можно снимать на основной или фронтальный модуль. Они максимально печальны в 1080p 30 FPS, но в то же время относительно низкий ценник, возможность запихивать сюда карту памяти до 1 терабайта, работа с симкой, да, 4G, но 5G мало кому нужно. И, разумеется, есть GPS. Что и как можно использовать у этого OnePlus, вы узнаете в ролике. В целом, планшет показал себя лучше, чем я ожидал. Но, с другой стороны, альтернатив на рынке просто море. Что планшеты, что ноутбуки, я напоминаю, довольно специфическая штука. Почему? Потому что вы их покупаете один раз и на очень долго. И стоит выбирать их максимально тщательно, потому что это не популярный товар. И значит, на скидках его можно купить легко. Смотрим. Перейдем к распаковке. Поставляется данный планшет в бело-красной упаковке с названием, изображением и краткими характеристиками у модели. В целом, как и прошлая модель. Упакован планшет хорошо. В комплекте мы имеем сам планшет, фирменный кабель с USB-A на Type-C, а блока питания в комплекте нет, за что минус. Хорошо, что у меня он есть. Мне кажется, у меня уже под все бренды отдельно блоки питания куплены. Слот под одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта, что очень даже удобно, и ради него, скорее всего, и будут этот планшет кто-то покупать. Габариты планшета 255 на 189 на 8,6 мм, а без тыльной камеры 6,8 мм. Весит он 534 грамма. Летим дальше. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это Poco X6. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий больше 5 слов, притом осмысленный к любому видео. В комментарии либо в описании своего канала указывайте свое имя в телеге. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. На розыгрыши приходить не обязательно. Ну и разумеется, в ТГ скидок во время распродаж просто бешеное количество различных вкусных цен. Допустим, Poco X6 стабильно по 18, X6 Pro в районе 20-ки, Realme GT6 за 36, который у нас в магазине по 60. Так что подписывайтесь с колоколом. Всем огромное спасибо, кто оставил любой комментарий, даже не для розыгрышей. Знайте, вы помогаете проекту. Перейдем к планшету. Приобрести данный девайс можно только в зеленой расцветке, что, конечно, не радует. Могли бы еще добавить пару расцветок. Дизайн планшета практически такой же, как и у OnePlus Pad, с тыльной части только добавили глянцевую полоску в области камеры. Это такое себе решение, потому что она постоянно загрязняется. Корпус выполнен из алюминиевого сплава и пластика, сборка хорошая. В руках держать планшет удобно, грани закругленные, сам планшет довольно тонкий, при длительном использовании руки сильно не устают. Печатать в вертикальном положении планшета можно, но не сказал бы, что удобно. Опять же, это особенности подобных габаритов. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, микрофоны, 4 стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. Очень даже хороши они, но нет вибро. В настройках можно обнаружить предустановки звука, а вот кастомного эквалайзера я не нашел. Bluetooth аудиокодеков достаточно, Bluetooth чип, к слову, установлен в версии 5.2. Могли бы что-то, наверное, поновее установить, но поновее оно идет с более новым процессором. Обвес есть обвес. ТК-порта тоже нет, а вот мини-джек тоже отсутствует, и было бы приятно, если бы он был. Летим дальше. OnePlus Pad Go оснащен LTPS LCD дисплеем на 11,35 дюйма с разрешением 2408 на 1720 пикселей. Рамки у экрана большие, но заметные. И, разумеется, это IPS. Никакого шима здесь нет. Соотношение экрана к корпусу 86,4%. Соотношение сторон 7 к 5. Плотность пикселей максимально скромная. 260 ppi. Сразу вспоминаются дешевые планшеты. Цветовой охват 96% NTSC, а яркость по заявлению производителя 400 нит. И она такой и является. 400 люксов он спокойно выдает, на пике 450, и автоматическая регулировка яркости работает в принципе корректно. Частота обновления экрана максимум 90 Гц, мало вы где ее увидите, но в системе увидите. Частота дискретизации сенсорного отклика 180 Гц. Экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки, а также распознаванием лиц. Только стандартными без отпечатка пальца. Биометрические данные можно завести только одного лица, срабатывает распознавание лиц корректно даже под небольшим углом, как в вертикальном положении, так и в
в горизонтальном и при этом еще и ночью срабатывало у меня при подсветке. Это прям очень удобно. Процессор установлен древний MediaTek Helio G99 с техпроцессом 6 нанометров, с 8 ядрами и максимальной частотой 2,2 ГГц. Сэкономили. Графический процессор обвесом стандартно Mali G57 MP2, оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 128 ГБ или 256 ГБ. Спасибо, скажем, что не eMMC. Операционная система Oxygen OS 14 версии на базе Android 14 версии. Обновления прилетают великолепно, быстро и спокойно. Система поддерживает мультизадачность, экран можно разделять на два экрана, плюс можно открыть дополнительное третье приложение поверх остальных двух окон. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 4G сетей LTE. К слову, есть версии, у которых Wi-Fi 6 серии, но производитель указал характеристики без конкретики, и в итоге очень сложно в них разобраться. Это, как говорится, кручу-верчу, обмануть хочу. HW-Info вообще показывает Wi-Fi 5 серии. NFC отсутствует, по навигации планшет поддерживает однодиапазонное позиционирование, и это огромный минус тем, кто решит его брать в машину для использования как навигатор. Тем более, как навигатор он особо не пойдет. Емкость аккумулятора здесь 8000 мАч. Заряжается он очень долго. За 25 минут 100-ваттной зарядкой OnePlus-овской он зарядился у меня только на 30%. То есть примерно где-то за час 20 он у меня заряжается до сотки. Иногда час 30. И это долго. В PUBG поедает в час 30% заряда. В Diablo также 30. Притом в PUBG никаких даже 50 FPS на минимальных настройках New State нету. Все греется. В Diablo графика такая, что играть не хочется. Но в целом планшет однозначно не для игр. В какой-нибудь Brawl Stars вам можно еще будет поиграть. Во все остальное не рекомендую. В YouTube при просмотре видео он поедает меньше, чем 4% заряда в час на максимальной яркости по Wi-Fi. Если через симку, то где-то 7%. То есть ест он намного больше. Переходим к тестам. Что он показал? Throttling тест, Geekbench, Wildlife и все остальное вы видите. В Antutu он выбил минимальное количество баллов, допустимое для комфортного использования 400 тысяч, хотя сейчас уже в 2024 году он должен был бы выбивать хотя бы 500. Стресс-тест прошел плохо, и в целом, чего хотеть от этого процессора, повторяюсь, на нем они сэкономили. Но, с другой стороны, поэтому и ценник такой. Переходим к камерам. С тыльной части расположили сенсор основной на 8 мегапикселей с цифровой стабилизацией и максимальным разрешением для съемки видео 1080p 30 fps. Фронталка на 8 мегапикселей с таким же максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 fps. Камеры максимально простые, короткие примеры вы сейчас увидите. Так, ну разумеется, он может снимать только в 1080p 30 fps без дополнительного освещения. Все это будет дело вот так выглядеть. Ночная съемка 4К. О, какой 4К? 1080p 30 fps, X5. Ну, разумеется, снимать на это дело хуже, чем на любой смартфон, даже, наверное, за 1010. Но мы должны попытаться, правда? Единственный огромный минус вот такой съемки, это в первую очередь то, что при подобной съемке YouTube думает, что у меня качество видео плохое. Хотя это примеры видеосъемки с смартфона, планшета и всего остального. Ну и ладно. Вот так вы сможете себя снимать, так будут работать микрофоны. И, наверное, с него еще кружок надо будет записать в телеге, потому что здесь же симку можно запихать. Не знаю, мне нравится вот так извращаться и записывать на аппараты, которые не предназначены. Зато можно откатиться на 10 лет назад. И реально можно увидеть, насколько все-таки девайсы дорогие снимают лучше, чем девайсы супер дешевые. Я понимаю, что этот планшет безумно дешевый, но OnePlus, я не знаю, кому они продают вот этот свой ультрабюджет. Мне кажется, только блогерам. Потому что в те же деньги можно приобрести от тех же Xiaomi и Redmi намного лучше устройства, притом дешевле. Ну да, там будет реклама много, да, может быть оболочка как-то не будет сильно радовать, но... И вот так, если вы вдруг решите снимать что-то и пойдете куда-то с планшетом, забудьте об этом. Фронталка примерно такая же. Один сплошной пиксель вместо лица, да? Ну, что-то можно разобрать. Микрофоны кое-как работают. Что-то подснять можно, цены там всякие. И самое забавное, это, конечно, режим, кстати, Rolling Shutter из пикселей. Это режим селфи. К чему он здесь? Пятно становится еще более никаким. В общем, используя планшет за пределами Wi-Fi, не надейтесь, что вы в него сможете адекватно снимать. И еще немного камера. Как из очень старого кино, в котором
Пленки пришел конец, да? Выглядит прикольно. Минусы: мало яркости экрана, хотя дома его хватает, но все равно хотелось бы больше. Слабые камеры, вообще нулевые. Нет мини-джека, нет вибромотора, старая версия USB Type-C, старая версия Bluetooth, старый процессор, старый Wi-Fi. И в целом он нужен только тем, кому нужен OnePlus, при том еще с симкой. Но об этом чуть позже. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Огромное спасибо за просмотр. Ну и резюмировать я бы, как всегда, хотел долго и мучительно. Вообще, зачем я его купил? В принципе, единичный товар по продажам. Почему? Потому что процессор шлак, экран не супер яркий, никакого там OLED, и в двадцатник можно приобретать просто супер ленововские планшеты, перешитые, вау, цвет, блеск, красота. Можно чуть-чуть добавить, купить игровой YX700 за 24 штуки. И это тоже пушка, бомба, гонка. И это тоже специфический товар. Если у вас OnePlus за 70-ник покупать подобный планшет, это уровень мазохизма 100. То есть, допустим, у вас OnePlus 12. Для кого все-таки это планшет? Это планшет для тех, кто не будет в нем капитально залипать и кому нужна симка. Почему? Потому что с симкой стоит все космос. И либо это дешман, какой-нибудь OldaCube за 1015-14, лучше уже взять это. Если брать планшеты, я миллиард раз повторяю, что вот у меня есть друг Владимир, он все время хочет купить себе что-то на халяву на OLED. Извините за мой французский, но по-другому не сказать. Он не просто выгодно хочет купить, он хочет купить, и чтобы ему хватило на очень много лет. И поэтому он их часто меняет. Так вот, если вы хотите себе купить планшет и надолго, кроме вот этих штук, никто ничего не придумал на 10 лет, чтобы покупать. Ну вот никто, к сожалению. Если говорить про OnePlus, OnePlus Pad 2 у меня будет на канале. Он обещает быть классным. Для чего покупаются Android устройства? Потому что либо ты хочешь сэкономить, либо тебе интересно. Потому что если ты покупаешь что-то другое из разряда Huawei, Samsung, у тебя экосистема, ты об этом не думаешь. Если ты в поиске, то в принципе можно рассматривать. С другой стороны, сегодня на Алишке 20 800 стоит PocoPad. PocoPad рвет это дело вообще по поводу всего, во всех фронтах, но нет там симки. Ну и ладно. Но вы понимаете, что за двадцатник Mi Pad 6, PocoPad, ленововские планшеты аналогичного железа стоят десятку. И почему вы должны за это заплатить больше, чем 10? Ну, все очень просто. Симка и бренд. Звук классный. По системе, я не знаю, как они вылезали этот процессор, он не должен был нормально тянуть на этом экране никакой там PUBG New State и тем более Diablo, но он тянет. Breakfast с тормозами, минут 5 поиграете, потом будете просто печалиться. Genshin, поиграете чуть-чуть, потом будете печалиться, однозначно не под них. Но, чтобы валяющаяся штука для управления чем-то с сим-картой, да, может быть. Так я применение подобного рода устройствам не вижу. Почему? Потому что запас мощности не позволяет его использовать 5 лет. А планшет покупается на лет 5. Вот, такие у меня мысли. Надеюсь, что кто-то эти мысли разделяет. Надеюсь, вы поняли, для чего я вообще этот ролик делал. Потому что все-таки, когда у меня спрашивают, ну вот у меня есть деньги, хочу что-то с симкой. Вот. А больше альтернатив я не знаю. То есть, можете написать, кстати, в комментах, но никаких там третьих эшелонов, типа Blackview, OldaCube и всего остального. Samsung стоят просто запредельных денег. У Xiaomi я не знаю с симками. А Lenovo это все всегда перешитое что-то непонятное, и это все-таки не супер первый эшелон. И яблоки... Это вообще отдельный мир, отдельная история. Понятно, если у вас смартфон Huawei, вы покупаете хуавеевский планшет, они супер-мега топ. Samsung у вас самсунговский планшет, космические деньги мега топ, но у вас на Samsung хватило денег. Huawei то же самое с Honor'ами, покупаете их же планшеты. Это дело, я не знаю. Вот попытались они, получилось или нет решать вам, по мне нет. Почему? Потому что красный ценник бы я ему поставил $150, и тогда бы они улетали как горячие пирожки. С другой стороны, когда у нас за 15 штук стоит какой-нибудь там 14-15 Poco M6 Pro, и это дело, тут в конце концов экран один будет стоить дороже, хотя IPS, а там AMOLED, размер имеет значение и материалы, они же на это тратят. В целом, все, что мог, рассказал. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, там интересно у нас, я стараюсь сделать вам сторисы во время распродаж, что стоит приобретать, на что стоит обращать внимание. Почти уверен, что вам будет интересно. Подписывайтесь на канал с колоколом, девайсу в отрыве от стоимости однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.